Неприметный снаружи, этот заброшенный домик оказался очень интересным изнутри. В основном это достигалось за счет контраста между его сохранившейся и разваливающейся частями, а также из-за большого количества портретов на стенах. С них бывшие владельцы словно бы наблюдали, что сейчас происходит с их оставленным жилищем. Привет, друзья! Сегодня мы с вами отправимся в страну, где еще вместе не бывали, а именно в Бельгию. Причиной нашего визита стал небольшой, затерянный в деревенской местности домик, где доживала свой век семья фермеров. Сегодня у нас небольшой ролик, о существовании которых мы уже с вами договорились, поэтому я не буду сильно углубляться в историю, я расскажу про наш визит, покажу это интересное место и кратко расскажу, что же здесь произошло. Итак, поехали! Пока мы проходили через пристройку-сарай, плотно примыкающую к самому дому, то уже сильно испачкались. Она была заставлена множеством старых предметов, покрытых грязью и паутиной, и охотно делившихся всем этим с нами. Грязная дверь выводила из сарая в хозяйский дом, где, на первый взгляд, все было так же безнадежно. И тут вот эти цветные пластиковые ленты, выполнявшие функцию двери. Яркое пятно, создававшее сильный контраст с царившим вокруг хаосом и грязью. К сожалению, дом уже превратился в помойку. Переговаривались между собой мы, осматривая накренившийся коридор, кухню и обеденную комнату с обваливающимся потолком. Остатки обоев, упавшие с крыши стройматериалы, вперемешку с также находившимися на ней землей и мхом, раскиданный повсюду мусор. Наваленные на столе предметы, обильно поливаемые просачивающейся водой, затянутые паутиной окна. И темнота, потому что за домом так давно не ухаживали, что у двух его окон на кухне выросли кустарники, загораживающие весь солнечный свет. Там еще что-то есть, вспоминаем мы уводящий в другие комнаты коридор, и без особого энтузиазма по нему следуем. И удивляемся. Из темной, разваливающейся и заросшей грибком части мы попадаем в заполненные дневным светом и более-менее сохранившиеся комнаты. Конечно, здесь тоже не обошлось без бардака и паутины на окнах, но несколько уголков выглядели довольно фотогенично. И портреты, много развешанных фотографий на стенах. В гостиной аккуратно разложенные на кресле хозяйские вещи. Это проделки фотографов, ибо душа фотографа требует больше драмы на снимках.
висящее на крючке пальто рядом с входной дверью, затянутый паутиной и пропускающий воду подоконник, огромное распятие на нем. В соседней комнате массивная деревянная кровать, полуразобранный камин с висящим над ним портретом красивой женщины. На остатках камина справа и слева от портрета деревянные вазы для сухих цветов, напоминающие гробы, как выразились многие мои читатели, когда впервые увидели в моих соцсетях видео из этого места. К камину приставлена печь. На стенах также висят фотографии. Большой портрет мужчины и снова свадебные фото. Расположенный на отшибе, вдали от всех прочих домов и окруженный с одной стороны дорогой, а с других вытянувшимися на сотни метров полями, когда-то дом принадлежал фермерам. Огромные сараи и остатки сельскохозяйственного оборудования красноречиво это подтверждали. Они жили вдвоем, муж и жена, достигли почтенного возраста. Жена ушла раньше, поэтому, чтобы не терять ее присутствие, старый фермер повесил портрет супруги в спальне. Дом находился в полном бардаке, не считая 2 светлых комнат, но мне кажется, там слегка убрались посетившие его фотографы заброшенных мест. Бардак мог быть следствием того, что, оставшись один, мужчина оказался не слишком чистоплотен, или же в силу возраста не мог поддерживать в доме чистоту и порядок. А мог появиться и в результате того, что в дом зашли, а может даже и пожили, бездомные. Как вы уже заметили, в доме было очень много портретов. В основном это были свадебные черно-белые фотографии и несколько разных пар на них. Кто были эти люди? Это были сестры, братья, жившие в доме супругов. Как сложились их судьбы? Правды мы, конечно же, уже не узнаем. Я немножко сравнивала людей на фото, и мне показалось, что вот эта женщина очень похожа на хозяйку в молодости. Сравните и вы тоже, и напишите свое мнение в комментариях. У меня, если честно, с распознаванием лиц есть вопросики. Как бы то ни было, заброшенный более 10 лет дом производил грустное и гнетущее впечатление. Скорее всего, это было из-за портретов, молча смотревших на окружающую их обстановку заплесневелых стен. Вот так мы одним глазком взглянули, как жила простая бельгийская семья. Надеюсь, вам было интересно пройтись вместе с нами. В таком случае не забудьте, пожалуйста, поставить лайк этому видео и подписаться на канал, если вы новенький. До новых встреч в заброшенных местах. Пока!